Ну, главное ничего не бояться. Ну, нет, есть что нужно бояться. И тебе расскажу, подписывайся. Всем привет, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня! В этом видео будет имитация кирпичной кладки с уникальным рисунком из обычной гипсовой штукатурки. Для начала нам потребуется пленка для ламинирования формата А5 толщиной в 100 микрон. Разрезаем каждый лист пополам. С одного листа получается 4 кирпичика, так как один лист делится еще пополам. В упаковке у нас листов 100 штук, поэтому получится 400 кирпичей. По площади это 6,5 квадратных метров. Далее необходимо на поверхности, которую будем декорировать, выстроить горизонтальную линию. Удобнее всего это делать при помощи лазерного уровня. Выставили горизонт и проклеиваем его малярной лентой. Проклеили и все нарезали, теперь можно приступать к замешиванию гипсовой штукатурки. Для начала необходимо налить воду в емкость. А после уже добавляем гипсовую смесь. Гипс бывает разных оттенков, бывает светло-серый, бывает розовый и практически белый. Поэтому смотрите, что указано у производителя на упаковке, и уже выбирайте тот оттенок гипса, который вам нужен. Также необходимо для первого раза замешивать небольшое количество штукатурки, чтобы посмотреть, насколько вы успеваете это количество вырабатывать, так сказать, и наносить на стену. Консистенция смеси должна быть не очень густая, то есть примерно вот такого плана. Хорошенько размешиваем штукатурку, чтобы не было никаких комочков. В пустую емкость перекладываем небольшое количество штукатурки. В отложенную смесь добавляем колер-краску. Не путайте с пастой, колер-краска это ближе к водоэмульсионке. Добавляем небольшое количество. Цвет у меня используется кофейный. Далее делаю недомес, такой легкий. Чуть-чуть перемешиваю штукатурку, чтобы разошелся колер в ней такими разводами. Далее необходимо организовать небольшое рабочее место, на котором мы можем расположить несколько наших заготовок в виде пленки и нанести шпаклевку, чтобы можно было пачкать это рабочее место и легко убирать. Раскладываем две пленки глянцевой стороной наверх и наносим шпателем сверху штукатурку. И набираю. Наношу я таким образом. Толщина должна быть где-то около миллиметра. Можно чуть-чуть потолще делать. Вот таким образом получается у нас. Оставляем так с пленкой штукатурку. Далее переходим к нанесению штукатурки неколированной на поверхность. Делать я это буду кельмой. Можно обычную кельму строительную, можно венецианскую использовать. И небольшое количество наношу на стену. Таким образом наношу в толщину где-то в миллиметр, то есть практически на сдир. Такой не толстый слой. И пока материал сырой на стене, приклеиваю к нему пленку. И беру пленку. Так. Проще это сделать другим шпательком. То есть подцепляю пленку, беру за самый краешек и мокрой частью приставляю к поверхности. То есть просто приклеиваю эту пленочку. Вот так вот приставляю, приклеиваю. Чуть-чуть прижимаю к поверхности. Ну, буквально вот немножко. То, что выходит за края, необходимо будет потом убрать. Можно это сделать обычной канцелярской скрепкой. И приклеиваю вторую. Стараюсь сделать это как можно ровнее. Толщина шва у меня где-то в полсантиметра. Вот так. Приклеила. Следующий ряд необходимо начать с половинки листа.
То есть разрезать его предварительно пополам. И также на этой же рабочей поверхности нанести слой цветной штукатурки. Таким же образом, несложным, наносим. Все, подцепляем. И приклеиваю от угла второй ряд. Тоже с расстоянием где-то в полсантиметра. Приклеила, разровняла. И можно наносить еще на пленку. Делать можно несколько кусочков. То есть нанести на пленку сразу там 3-4. Удобно, к примеру, работать вдвоем. Один мажет на пленку, а второй наносит и приклеивает кирпичики к стене. Так, нанесли и начинаем приклеивание. Забираю и приклеиваю. Очень сильно прижимать не нужно, иначе вылезет все с краев, вся штукатурка. Таким образом, чтобы у нас были переливы оттенка. Немножко даже, может быть, расцветка такая больше под травертин похожая. Определенный рисунок не нужно соблюдать. Можно прям вот в хаотичном порядке приклеивать их. Главное, чтобы была контрастность по цвету. То есть можно, к примеру, клеить два одного цвета, потом два другого цвета. Между швов вот здесь вот почистить можно. Сделать это проще всего скрепкой. То есть взять вот так вот и чуть-чуть срезать скрепкой. Уже придавить и срезать. Наносим в ряд где-то по 2 кирпича делаем. То есть на 2 кирпича вперед наносим штукатурку. Нет в этом ничего сложного. Можно никуда не торопиться. Главное делать небольшое количество замеса. Заполняем поверхность штукатуркой сплошным слоем, чтобы не было вот таких проплешин. Иначе в этих местах просто не приклеится штукатурка и может вывалиться. Заполнили и приклеиваем дальше. Сразу до конца я не делаю, так как у нас там будет подрезка. Приклеиваю, чуть-чуть подравниваю, так чтобы примерно был одинаковый везде ряд. Не делаю прям вот четко по линейке, чтобы вот именно здесь полсантиметра, к примеру, а здесь тоже что полсантиметра. Где-то 0,7, где-то полсантиметра. То есть принципиальной какой-то прям сильной разницы нету. У кирпича, у кирпичной кладки там всегда неровная шов сам по себе неровный. Иногда даже бывают между рядами он широкий, а между кирпичиками потоньше. То есть можно и так. Оставшийся кусочек с краю. Дальше необходимо расшить швы. Делаю я это скрепкой. Это вот таким образом. Пока штукатурка не высохла, расчищаю, делаю такой слегка неровный шов, чтобы он больше походил на именно шов от клея. То есть он будет такой неровный, очень грубый, но при этом достаточно естественно будет смотреться. Плюс в том, что нам не надо ничего здесь держать рядышком, никакой там линейки, правила, ничего не нужно. То есть мы просто ориентируемся на пленку. Дальше можно снять малярный скотч. После того, как мы его сняли, можно сделать перерыв. Например, вот на этом этапе можно прерваться, там, пообедать, там, кофе попить, либо можно вообще на следующий день продолжить. Но главное сделать от угла до угла. Посередине стены лучше не прерываться. В самом начале, где у нас уже штукатурка под пленкой высохла, пленку не торопитесь снимать, подождите следующего этапа. А мы продолжаем дальше нанесение снизу. Смешиваю два цвета, коричневый и кофейный. Делаю небольшой недомес.
По расходу рассчитываете шпаклевку на метр квадратный 2 килограмма. Наношу на пленку. Делаем это достаточно быстро. Ничего сложного в этом нету. Сразу намазываю несколько пленок. То есть делаю по 4 штуки. Можно сделать чуть побольше рабочей поверхности и промазывать уже там 10, к примеру, 12 штучек и достаточно быстро вклеивать. Перед каждым новым замесом гипсовой штукатурки обязательно промывайте ведро и инструмент. Намазываю точно так же, где-то на 2 вперед кирпичика. Не забывайте проклеивать малярный скотч, чтобы ряды были ровные. И продолжаю приклеивать кирпичики. Так, отступ где-то в полсантиметра. То есть между разравниваем, чтобы не было пузырей внутри. Так. Главное, аккуратненько, хорошенько вырезая серединку. Все легко и просто срезается. После того, как зачистили все швы, оставляем под пленкой высыхать штукатурку. Если хотите изменить цвет швов, то можно сейчас, не снимая пленки, прокрасить все швы тоненькой кисточкой в необходимый вам цвет. Лучше всего это делать обычной водоэмульсионной краской. Далее ждем высыхания и снимаем пленку. Аккуратненько снимаем пленку. Удаляется она достаточно легко, то есть без каких-либо усилий. Высыхание под пленкой штукатурки гипсовой где-то занимает часа 2-3. То есть достаточно это все быстро делается. Сегодня же нанесли и сегодня же и сняли. Если будете делать это из цементной штукатурки, тогда оставьте до полного высыхания на сутки. Получается такой достаточно ровный, красивый по рисунку кирпичик. Эту же пленку можно использовать повторно. Немного промыть водой и по новой использовать. Обязательно запомните, какие ряды вы сделали последними, и с них уже через часа 2 снимаете. Я швы не красила, так как у меня достаточно ровные белые швы получились. Но иногда хочется, к примеру, их сделать более темными, к примеру, серыми, да, либо почти черными, то можно прямо сейчас, перед тем, как пленку сняли, то взять и прокрасить. Сняли до конца пленку. Кирпич у нас полностью еще не высох. Центральная часть у него темнее, поэтому оставляем штукатурку высыхать в течение суток. Гипсовая штукатурка полностью высохла, теперь необходимо наши кирпичики закрепить при помощи лака, но перед этим обязательно их нужно прогрунтовать. Для этих целей лучше использовать укрепляющую грунтовку концентрат 1 к 3. Небольшого количества вполне будет достаточно, очень сильно впитывать кирпич не будет в себя грунтовку. Выбирайте грунтовку, которая в жидком виде выглядит как молочко белого оттенка. Она обязательно после высыхания станет прозрачной. Не подойдет грунтовка, которая имеет розовый индикатор, либо голубой. Наш кирпич получился достаточно гладкий и глянцевый, но все равно за счет того, что он из гипса, впитывает хорошо в себя грунтовку. Поэтому не экономьте на грунтовке, наносите ее достаточное количество, она снизит значительно расход лака.
Так как валиком в глубину шва не достать, поэтому кисточкой проходить еще дополнительно по швам. Хорошенько проходитесь именно в углублениях, так как там остается более рыхлая штукатурка. Ее необходимо закрепить, чтобы она в дальнейшем с лаком не смешивалась. Грунт лучше всего подойдет укрепляющий, так как у него выше сухой остаток после высыхания, и его не требуется слишком большое количество слоев. Но если же вы будете использовать какую-то более плотную штукатурку, например, гипсовую, там можно применить обычную пропиточную грунтовку. Прям хорошенько в углубление. Видно сразу по цвету, когда цвет меняется, значит грунтовка нанесена. Нанесли грунтовку, теперь оставляем ее высыхать на 1,5-2 часа, после этого наносим защитный слой лака. Лак лучше использовать акриловый на водной основе. Лак наношу валиком с длинным ворсом. Наношу на верхнюю часть кирпичика. И сразу же кисточкой разравниваю по швам. Лучше всего это делать сейчас, пока лак сырой, чтобы не было наплывов и наслоений от кисти. Чтобы вы могли именно убрать после кисточки разводы на кирпиче валиком. И растираем. Все вот эти неровности, наплывы от кисти хорошо убираются валиком. То есть пока лак сырой, еще не высох, от кисточки какие-то проходы именно ворса можно убрать, чтобы кирпич оставался гладким и ровным. Так. Здесь. Вот. Видно, да, от кисточки остаются следы. Да. И валиком мы их убираем. Закончили нанесение лака, теперь дадим ему полностью высохнуть в течение 2 часов. После этого можно нанести второй слой. Можно оставить так. Если лак достаточно хорошо и ровно лег за первый слой, то можно второй слой не наносить. Но если, например, вам поверхность нужна такая, чтобы она хорошо мылась, тогда лучше перестраховаться и нанести 2 слоя. Либо если вы используете матовый лак, который плохо видно, где вы нанесли, где не нанесли. Мне кажется, такая отделка хорошо сочетается в лофте, например. Она хорошо сочетается как часть стены, например, выделенная акцентная стена. Также ей можно декорировать небольшие зоны, где вы хотите именно сделать кирпичные вставки. Так как таким образом, таким способом можно задекорировать любую поверхность. То есть, может быть, это даже что-то полукруглое, сложной формы, как неудобно подлезть, например. Что касается штукатурок, то здесь, смотрите, выбор штукатурки лучше делать, исходя из цвета кирпичей, которые вы хотите в дальнейшем получить. Если вы берете смесь, и она там серого цвета, то, соответственно, туда лучше добавлять пигменты, цвета. Вообще можно краску, кстати говоря, добавлять. Если хотите получить в штукатурке белые разводы, то можно использовать обычную водоэмульсионку в качестве недомеса. Можно сделать, например, черно-белый эффект, черный пигмент туда добавлять, красный. В принципе, оттенок, то насыщенность цвета, она так и останется достаточно яркая, она никуда не уйдет. То есть не будет такого эффекта, когда вы колируете штукатурку, потом она высыхает и цвет сразу бледнеет. То есть нет, здесь именно разводы и рисунок в цвете останутся красителя, который вы добавляете туда. Если вы хотите сделать подобный кирпич во влажном помещении, либо же на фасаде дома, тогда можно использовать цементную штукатурку, цементную шпаклевку. То есть штукатурка, она будет серая, либо белую цементную шпаклевку. Там главное ограничение, чтобы вы не использовали яркие цвета. То есть можно на фасад использовать колер-краску, но не в ярких оттенках. То есть красный, оранжевый, желтый, салатовый. Эти оттенки лучше на фасаде не использовать, так как они очень быстро выгорят. Все другие приглушенные тона, то есть там какие-то кофейные, коричневые, бежевые, охру, можно использовать для фасадных работ. Эти цвета более стойкие и меньше выгорают со временем. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии под этим видео.
Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка на который будет в описании под этим видео. Там будут фотографии этой работы в лучшем качестве. До новых встреч, пока!